Северная Корея готовится к войне. Россия совершила очередное военное преступление. А в ДНР бунтуют военные. Обо всем этом и не только расскажу подробнее. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости. Около 20 военных так называемой ДНР пожаловали, что несколько месяцев не могут получить выплаты по ранению. Это проблема не только моего брата, но и всех ребят этой воинской части под номером 41680, которые также не могут добиться получения выплаты по ранению. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал своей армии ускорить подготовку к войне. Закон и порядок, который держал мир вместе после Второй мировой войны, начинает рассыпаться. США выделили Украине последний пакет военной помощи в этом году. Помощь в обеспечении безопасности Украины – это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Добрый вечер, дорогие зрители! Не забывайте лайкать, а также комментировать наши выпуски. Ваши комментарии дают нам мотивацию работать, а главное – доносить людям правду. Перейдем к новостям. США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $250 миллионов. В него вошли боеприпасы для «Хаймарс» и ЗРК «Насамс», зенитные ракеты «Стингер», компоненты систем ПВО, снаряды для артиллерии и ракеты ТОВ. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что это последняя помощь Украине в 2023 году. Помощь в обеспечении безопасности Украины – это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Это сдерживает потенциальную агрессию в других частях мира, одновременно укрепляя нашу оборонно-промышленную базу и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа. Пентагон заявляет, крайне важно, чтобы Конгресс в новом году принял меры, гарантирующие продолжение поддержки Украины для того, чтобы страна могла защитить себя от продолжающихся атак РФ. Важно не забывать, Украина нуждается и в гуманитарной помощи. Война не прекращается в Рождество, независимо от того, какой сегодня день в году. Люди в прифронтовых районах нуждаются в поддержке. Мы доставляем зимнее обеспечение. Сейчас холодно. У нас есть одежда, матрасы, одеяла, солнечные лампы, все предметы первой необходимости, которые мы доставляем в прифронтовые районы Украины, чтобы люди могли оставаться в своих домах даже в эти очень трудные зимние месяцы. Украина передала представителям Красного Креста и ООН видеозапись последнего военного преступления россиян. На ней видно, что оккупанты использовали украинских военнопленных как живой щит на линии соприкосновения. Однако такое вопиющее нарушение Женевских конвенций осталось без реакции. Как заявил украинский представитель, международные институты просто проигнорировали эту информацию. Хотя Украине удалось установить, что эти кадры не смонтированы, а реальные. Также известно, кто и где совершил преступление. Однако мировое сообщество решило не обращать внимания на жалобу Украины. Снова мы сообщаем о военных преступлениях и снова никакой реакции. Самолет с 30 пассажирами вместо аэродрома по ошибке уселся на замерзшую реку Колыму. Инцидент произошел в российской Якутии. Полоса, самолет, река. Предварительно пилоты не увидели взлетно-посадочную полосу, но важно отметить, что пострадавших нет. Росавиация уже квалифицировала это как серьезный инцидент. При заходе на посадку отклонилось от взлетно-посадочной полосы и произвело посадку на песчаную косу реки Колыма. По предварительной информации, причиной авиационного события является ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна. Неспокойно было и в Башкирии. Там школьник в наручниках сбежал от обезумевшего отчима, который убил его мать. Отчим ворвался в квартиру к женщине, но дома Анны не было. Он надел наручники на 16-летнего пасынка и принялся ждать. Когда она вернулась, мужчина переключился на нее, а мальчику удалось бежать прямо в наручниках и почти без одежды. Парню удалось добраться до знакомых и оттуда вызвать полицию. Однако было уже поздно. Мужчина избил и зарезал Анну, нанеся ей несколько ударов ножом в грудь и шею. Она умерла до приезда медиков и полиции.
Около 20 военных Банановой республики ДНР пожаловались, что несколько месяцев не могут получить выплаты по ранению. Их семьи записывают грозные обращения и призывают судить командование. «Мы стали заложниками полного беззакония и произвола в составе ополчения ДНР», кричат родственники. Мой брат Урузгалиев Ануарбек Урузгалиевич служит по контракту в части номер 41680 города Донецка с 10 августа 2023 года. 10 октября 2023 года он получил ранение в ходе боевых действий. Попал в медицинскую роту. Позже из-за осложнений с почками его эвакуировали в Астраханский военный госпиталь. Все необходимые документы для получения выплаты по ранению были собраны и внесены в базу данных госпиталя. Мой брат уже везде числится в списках для получения выплаты по ранению. Документы лежат в воинской части для подписания, но там документы не подписывают, всячески препятствуют и никаких данных нам не предоставляют. Это проблема не только моего брата, но и всех ребят этой воинской части под номером 41680, которые также не могут добиться получения выплаты по ранению. Еще в августе оккупанты записывали видео, в котором жаловались на отсутствие подготовки и обеспечения. «Попал неизвестно куда и стал ополченцем», говорит один из мужчин. По словам солдат, в их часть попадают штрафники. Туда кидают зэков, наркоманов и алкоголиков. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал своей армии, промышленности боеприпасов и сектору ядерного оружия ускорить подготовку к войне. Отмечается, что лидер заявил, нужно ускориться, чтобы противостоять, по его мнению, агрессивным шагам США. Это он заявил, говоря о направлениях политики на Новый год на ключевой встрече руководящей партии. Северная Корея расширяет связи с Россией, в частности, поскольку Вашингтон обвиняет Пхеньян в поставках военной техники Москве для использования в войне с Украиной, в то время как Россия предоставляет техническую поддержку, чтобы помочь Северу развивать свой военный потенциал. Кроме того, Ким сказал, что КНДР якобы расширит сотрудничество с антиимпериалистическими странами. Можно поздравить человечество, в мире уже сформировалась новая ось зла. Главные злодеи – Китай, Иран, КНДР и, конечно же, Россия. Однако, несмотря на это, США предупреждают Кима, применение ядерного оружия приведет к концу его режима. Я понял, мы все, так сказать, понимаем, что он очень опасный, дикий, угрожает всем, особенно Южной Корее, уже очень давно, правда. И непонятно, когда это может перейти в какую-то другую фазу, но мы видим, что, в принципе, закон и порядок, который держал мир вместе после Второй мировой войны, начинают рассыпаться. И насколько вот такого шалтая-болтая, который, значит, упал со стены, и вся королевская рать не может шалтая-болтая собрать, вот это в каком-то смысле я вижу мировой порядок, где каждый хулиган теперь может думать, что он может что-то добиться, потому что Соединенные Штаты, по крайней мере, заняты Украиной и Израилем. И это означает, что Соединенные Штаты смогут меньше помогать третьим, четвертым, пятым странам, которые встают в очередь. Мы как бы тоже демократия, Южная Корея и другие страны. И надежда у всех этих диктаторов, что Соединенные Штаты у нас будут просто руки полны, и мы не сможем никому помочь. Русская православная церковь приравняла аборт к убийству. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте церкви. Женщин, которые уже совершили аборт, в РПЦ призвали к покаянию и преодолению последствий греха через молитву. Уникальный геном отличает эмбрион от любой клетки организма отца или матери. На всем протяжении внутриутробного развития новый человеческий организм не должен рассматриваться как часть тела матери, а потому его устранение не должно рассматриваться как необходимое лечение матери. Родители несут перед Богом ответственность за развитие и защиту нерожденного человека. В РПЦ также заявили о поддержке создания центров, где женщины могут получить помощь в осуществлении своего призвания матери. Ранее патриарх Кирилл обещал, что запрет абортов увеличит население страны как по движению волшебной палочки.
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев и лайков. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы всегда оставаться в информационной повестке, а также подписываться на нас и в других социальных сетях – Telegram, Twitter или же TikTok. До встречи в следующих выпусках.